Приветствую всех на канале Пчеловодство и природа. Готовлюсь к матковыводному сезону и приобрел некоторое количество вот таких нуклеусов. Немножко их дорабатывал, немножко их там покрасил. И хочу сделать краткий такой небольшой обзор. Может, кому-то будет интересно. Значит, что собой представляют такие нуклеусы? Нуклеус на 4 отделения. По 2 рамочки. Рамка, размеры 23 сантиметра по наружу на 16,5. Чем такая рамка, плюс в ней что? Значит, вот такой лист вощины додановский разрезается на 4 части, и как раз получается без остатка можно, значит, эту вощину сюда навощинить на эту рамочку. Дальше, значит, размеры, наружные размеры 38,5 сантиметра и на 32 сантиметра. Дальше, ну я вытяну рамочку, чтобы показать. Значит, еще раз 4 отделения по 2 рамочки. Толщина стенок боковых 25 миллиметров, задняя стенка то же самое 25 миллиметров, и передняя стенка получается 45 миллиметров, 4,5 сантиметра. 4 отделения с вставными перегородками. Перегородки можно убирать. То есть, если будет необходимость семьи, эти нуклеусы объединить, то можно вот 2 убрать, допустим, здесь будет тогда на 4 рамочки, 2 отделения. Или можно и эту перегородку убрать, тогда получится одна маточка будет на 8 рамочек. Есть 4 кормовые отсека для каждого отделения. Кормовые отсеки вырезаны в задней стенке. Объем каждого где-то до 100 миллилитров, порядка 70. Размеры 5 сантиметров, длина на где-то 1,8, 18 миллиметров. Закрываются. Значит, вот эти отверстия пришлось, вот эти кормовые отсеки мне пришлось обработать парафином. Парафин марки P2 пищевой, для того, чтобы не сильно размокала эта древесина. Вот это такой как бы нюанс здесь. Дальше идем. Дно сетка. Сетка на все 4 отделения. Тут и плюс это то, что дно сетка, так как в жаркую погоду хорошая вентиляция будет, и при заселении надо больше вентиляции. Это плюс, но есть то, что сетка сплошная, небольшой минус, то, что могут обнюхиваться пчелы из соседних отделений, и как бы есть необходимость перекрыть. Поэтому пришлось мне немножко доделывать, и здесь я покажу. Значит, вот здесь я вставил вот такие вставочки на 2 гвоздика. Вот это пришлось мне делать такие вставочки. Это из доработок, то, что пришлось дорабатывать. Дальше, еще один нюанс. Значит, 4 литка на 4 стороны. На 4 стороны. И здесь каждый литочек, значит, я отдельно покупал такие заградители. Литковые заградители. Но тут есть тоже один нюанс. Сделана выборка там под заградитель, но она как бы упирался заградитель, туда упирался в эту выборку. Надо было чуть ниже. Пришлось мне тоже дорабатывать. И доработка заключается в следующем. Что
сверлом порядка 6 мм, 5,5-6 мм где-то, я сделал такую выборку сквозную посередине этого литочка, и тогда уже стала возможность нормально прикручивать этот литковый заградитель. Толщина днища, значит, 25 мм. И идем дальше. Значит, здесь есть верхние вентиляционные отверстия. Вот такие они перекрываются здесь такими заградителями. Значит, 2 по бокам и 2 вот это впереди. На каждое отделение по одному вентиляционному отверстию. Но это если слишком жарко будет, можно открывать. И при заселении, когда они поднимают температуру, то надо будет открывать. Вот это тоже плюс такой. Так, идем дальше. Значит, крыша покрыта водонепроницаемой, водостойкой фанерой. Это тоже вот плюс. Единственное, что я по торцам ее немножко прокрасил. На всякий случай, хоть она и водостойкая, то торцы я немножко прокрасил. Вот это такая доработка. И, значит, изнутри я обшил 2 пенопласт. И, конечно, надо обязательно окрасить. Ну, красит кто чем, кто какой краской. У меня акриловая. Акриловая на водной основе. Идем дальше. Значит, у меня тут осталось 2 отделения. Я лощинку приклеить. То вот сейчас мы заодно это и сделаем. Значит, я здесь сделал такие заметки, чтобы легче было резать лощину. Так, раз. И 2. И навощиваю я электрическим выпрямителем. Вот таким вот образом. Тут несколько секунд. Главное не передержать, потому что можно прорезать просто. И 4. Все. На этом все. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Пока.